Вы на канале «Это вкусно». Сегодня в меню кое-что особенное. Стейки из молодой капусты с фаршем, запеченные в духовке. Блюдо получается нежным, сочным, ароматным и, главное, готовится проще простого. Фантастический рецепт для быстрого и вкусного обеда или ужина. Список всех ингредиентов будет в конце этого видео, а я начну готовить. У меня сегодня свиной фарш, вы можете взять любой на ваш вкус. К мясу я добавляю лук и черешки сельдерея для вкуса и аромата. Измельчу все это в блендере в кашу, так будет больше сока. Перекладываю к мясному фаршу, добавляю соль и свежемолотый черный перец. Хорошенько вымешиваю. Немного петрушки и укропа мелко нарезаю и добавляю в фарш. Подготовлю остальные продукты. Нарезаю тонкими колечками помидоры и перекладываю их в тарелку. К оливковому маслу добавляю специи, сушеный чеснок, сушеный фиолетовый базилик и сладкая паприка. Добавляю соль и свежемолотый черный перец. Этим ароматным маслом я буду смазывать капустные стейки. Еще мне понадобится соус. К сметане добавляю соль, черный молотый перец и немного кукурузного крахмала. Крахмал обязательно. Он используется не только как загуститель. Крахмал не дает сметане расслоиться при запекании. Сметану по желанию можно заменить натуральным йогуртом. И осталось подготовить капусту. У меня 2 небольших кочана, нарезаю кружочками толщиной около 2 см. Обрезки позже использую для салата. Выкладывать капустные стейки лучше на противень, застеленный пергаментом или же, как в моем случае, тефлоновым ковриком. Смазываю капусту ароматным оливковым маслом. Выкладываю фарш толщиной около 1 см. Сверху выкладываю кружочки помидоров. И шапочка из сметанного соуса. Прежде чем ставить блюдо в духовку, наливаю на противень немного воды, примерно 100 мл, полстакана. Ставлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Блюдо почти готово. Выложу сверху сыр. У меня сегодня моцарелла, нарезанная кубиками. Очень удобно. Вы можете использовать любой сыр, который вам нравится. Возвращаю в духовку еще на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился. Вот и готово. Вы только представьте этот невероятный аромат, который прямо сейчас витает у меня на кухне. Это блюдо многогранно. Называйте его стейком из капусты, превращайте в сочный бургер, добавив в булку, или считайте супер ленивыми голубцами. Главное, этот рецепт очень универсален, готовится быстро, просто, получается нереально вкусно и им легко накормить даже большую компанию. И не забудьте про соус. Я обожаю подавать с домашним сладким чили. Ссылку на его рецепт я оставила в описании под видео. Обязательно попробуйте. Для приготовления мне понадобилось 2 кочана молодой капусты, общий вес 1 кг, 700 граммов фарша, 1 луковица, 1 черешок сельдерея, 3 помидора, 150 граммов моцареллы, соль и черный молотый перец. 150 граммов сметаны, пол чайной ложки кукурузного крахмала, соль и черный перец. 30 граммов оливкового масла, по 1 чайной ложке сушеного чеснока, сушеного базилика и паприки. Готовьте и наслаждайтесь. Еще больше вариантов вкуснейших овощных блюд смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал «Это вкусно».